Приготовьте это блюдо, оно простое и необычное. На терке натираем картофель. Очень удобно, быстро готовится, когда гости на пороге. Перекладываем картофель в миску, заливаем холодной водой и отставляем в сторону. Тем временем очищенную подготовленную морковь натираем на терке, можно также на корейской. Репчатый лук нарезаем кубиком. Дальше обжарим лук и морковь. На разогретую сковороду наливаем масло и кладем лук. Обжариваем пару минут. Морковь. Готовим лук и морковь несколько минут на среднем огне до полуготовности. Овощи готовы, отставляем в сторону для остывания. Тем временем приготовим заливку: яйца, соль, специи для овощных блюд. Перемешиваем венчиком. Осталось нарезать зелень, укроп и петрушка. Вы можете взять и другую, например, кинзу, зеленый лук. После того, как картофель постоял в воде, ее нужно слить и промыть хорошо картофель. Остывшие обжаренные овощи, зелень, чеснок, выдавленный через пресс. Для остроты я добавила красный острый перец. Его можно заменить черным молотым перцем. Яичная смесь. Список всех продуктов вы можете найти в описании под этим видео. Перемешиваем. Форму для запекания застилаем пергаментной бумагой. Для верности смазываем растительным маслом. Высыпаем содержимое миски на лист. Распределяем равномерно по всей поверхности. Придаем форму краям и отправляем в заранее разогретую духовку минут на 10-15. Тем временем подготовленные помидоры нарезаем потоньше. У сладкого перца удаляем середину, белые части и нарезаем. Твердый сыр натираем на терке. Пицца-пирог почти готова. Выкладываем овощи сверху на картофель. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, любите ли вы простые рецепты из картофеля. Включайте уведомления, чтобы не пропустить новые рецепты. Посыпаем тертым сыром и запекаем еще минут 10 в духовке. Запеченная картошка в духовке, блинчики с картофельной начинкой и хрустящей корочкой уже ждут вас в заставках к этому видео. А в описании воздушные ленивые пирожки на картофельном тесте и лепешка с картофельной начинкой на сковороде. Встретимся в комментариях и следующих видео. Приятного аппетита!